Здравствуйте, товарищи! На сей раз будет видео длиннее. И да, теперь видео будет выходить более 10 минут. А я буду больше и тщательнее рассказывать о процессе сборки. Дело в том, что YouTube не любит короткие ролики. А мы не любим, когда YouTube не любит короткие ролики. Тем, кто еще не подписан, подписывайтесь. Тем, кто присоединился к нашему каналу, респект и уважуха. Давайте вместе развивать канал. Для тех, кто хочет поддержать проекты финансово, есть ссылка в описании. Не забывайте, что каждые 100 рублей на балансе канала не лишние, а очень даже целый фитинг или 1/5 часть пневмораспределителя. Ладно, поехали дальше. Начнем с дел печатных. Было необходимо сделать нечто подобное, так как пара распределителей лежит, можно их переделать и использовать. Но, к превеликому сожалению, наш тарантул раньше рассчитанного времени склеил ласты, упал на брюшко и протянул лапки. Вышел из строя концевик, и в один момент, возвращаясь домой, он пытался сверлиться в стол и, естественно, сломал крепление мотора оси Z. Кроме того, деформировалась каретка стола, а со стороны вращающегося штока болты загнуло. В общем, пришлось экстренно ремонтировать среди ночи. Вроде бы все обошлось, но в следующий раз, печатая деталь, он тупо остановился посередине дороги. Короче, хрен с ним потом. Двойные привода бедер, как вы можете видеть, установлены так, чтобы и рычаг был побольше, и чтобы конструктивно уравновесить верхнюю часть экзоскелета. Далее для теста был накачан воздух в привода обеих ног. Теория подтвердилась на практике. Вы можете видеть, что конструкция устойчива и без всяких подпорок стоит на земле, что немаловажно. Затем по максимуму были устранены утечки и накачано чуть более 5 атмосфер, так скажем, тест на герметичность. Шло время, энергия сжатого воздуха оставалась в приводах. К этому мы еще чуть позже вернемся. Так как изначально в Марке 4 отсутствовала функция открывания ног и попадать в него было крайне сложно, мною было принято решение таки сделать разворачивающиеся бедра, благо конструкция приводов и рамы позволяет задуманное осуществить. В общем, в несколько подходов система была проверена на наличие утечек. Тестовые распределители несколько раз переделывались, к сожалению, пока не имею возможности показать больше промежуточных результатов. Да, помню, некоторые из вас просили, и отныне я постараюсь впечатлить больше самого процесса, и отвечу на вопрос многих. Я не делаю чертежи, от слова совсем. В трехмерном пространстве мне работается эффективнее и удобнее. Привычка, тут ничего не попишешь. Но могу вставить рисунки одного очень талантливого, но скромного человека. Значит, вот такую систему собрал, тестовую, так скажем, потому что распределители с Алиэкспресса как пришли, я их как-то почти до Нового года получил, так до сих пор и не проверил, некогда было. Ну, мы имеем аккумулятор от шуруповерта 12-вольтовый, соленоидный клапан 12-вольтовый, пневмоцилиндр с прикрученным к нему герконом. Сейчас идем проверять. Есть только один штуцер. Самое ужасное, то что есть только один штуцер. Я нашел 1/8 резьбу, потому что эти распределители, они намного меньше оказались. Вот, смотрите, какой он децилин. Чуть больше зажигалки.
Сейчас скелет в спущенном состоянии. И если начать его накачивать, он должен сам выпрямиться. Да, все, сработало. В принципе, с равновесием здесь проблем нет. Думаю, что и с обшивкой он будет прекрасно стоять сам. Вообще идея в том, чтобы можно было заходить и выходить из него автономно. Посмотрим, как это получится. Далее будет видео с тестами. Но так как почта таки замышила мои 3 посылки с дросселями и прочим, не предоставляется возможным пока настроить и правильно отрегулировать управление. Пока так, но во все эти праздники работа кипела. И было на самом деле много чего сделано, опробовано и отмечено. Еще стоит добавить, что без подошвы рама как коньки, а пол в боксе кривой как турецкая сабля.
Добавлять тут пока больше нечего. Работа идет полным ходом. Мне лишь остается всех поздравить с Рождеством, пожелать всем удачи, каналу пожелать больше подписок и просмотров и больше активности зрителей. На этом я с вами прощаюсь. Все самое интересное еще впереди.